Итак, у меня есть две новости для зрителей. Одна это приятная, вторая не очень. Начну, я думаю, с неприятной. Если вы уже купили себе видеокарты типа 1650 или 1660 Super, или что еще хуже, всякие там Radeon 6500 и так далее, то вот такая видеокарта RTX 3050 ставит крест на всем среднем бюджете. И прямо сейчас можно начинать сожалеть, потому что вторая приятная новость: данная видяха абсолютно не интересна майнерам. Она залочена с LHR и капает хешрейтом на уровне 1050 Ti. Однако при этом она полноценно поддерживает RTX трассировку лучей, DLSS, и у нее целый 8 VRAM GDDR6 памяти. В общем и в целом она ставит крест на всем безлучевом среднем бюджете, и в 2022, я думаю, это будет самая продаваемая видеокарта. В любом случае с i5 10400 или там Ryzen 5 300, то есть Ryzen 5 3600 будет стоять именно такая GeForce RTX 3050. Примерная цена этой видяхи 27-28 тысяч рублей или 10 тысяч гривен. И понятное дело, что первая партия будет раскуплена за 5 минут. Потом уже ищите эти видеокарты на Авито, вы знаете почему, но уже этой весной, я думаю, они будут в свободном доступе по нормальной цене. Так что крайне высокий шанс у зрителей прикоснуться к трассировке лучей будет вполне реалистичным. В общем, в этом видео покрутим политовскую 3050 Dual, посмотрим, что там Full HD на ультра, что по температурам, и посмеемся над мизерным хешрейтом. В общем-то, и так, по традиции, компания Polit самая первая приводит свои видеокарты для обзоров. Я не знаю, чем там занимаются остальные вендоры, но я, по сути, по видеокартам общаюсь только с Polit. И, в принципе, новая RTX 3050 Dual это прям точная копия 3060 Dual. Это именно внешне, но по своим техническим данным она, конечно, отличается. То есть она имеет 2500 CUDA ядер, у нее приличный объем памяти, целых 8 GDDR6, то есть на 128 бит, и среднее значение потребления порядка 130 Вт. То есть под нее будет более чем в меру взять, скажем, блок питания на 400 Вт. Если честно, то зрители, я понимаю, не очень любят все эти цифры, знаете, пересчеты тензорных ядер, частоты видеопамяти, пропускную способность шины и прочие сложности. Обо всем об этом снимут профессионалы с ProHiTech, и я же оцениваю все это с точки зрения обычного пользователя. И если в данное время, вот, то есть вы пользуетесь видеокартами вроде 1650 или там 1050 Ti или там RX 550, то есть 5500, то переход на 3050 даст вам буст, плюс 200% к общей скорости. И все это как бы еще с современными возможностями, то есть RTX, DLSS и так далее. А именно, эта карта поддерживает NVIDIA Reflex для уменьшения задержек, далее NVIDIA Broadcast для стримеров, трассировку лучей, DLSS и прочее. В идеале, конечно, сравни 3050 с конкурентом по одной цене, это новая RX 6500 XT, но у меня, к счастью, как бы нет этой видеокарты. Скорее всего, 6500 XT получит премию за худшую видяху в 2022, это судя по оценкам техноблогеров. Так что, по сути, у новой RTX 3050 нет конкурентов в данное время. И сейчас NVIDIA ведет конкуренцию уже сама с собой. Как бы вот такая вот история, но это не важно. Давайте все же ближе к делу, и всех зрителей интересует только одно: это сможет ли 3050 выдать 60 FPS трассировка лучей на высоких или даже ультра настройках Full HD. И начну я, пожалуй, по возрастающей, и сперва запустим парочку сетевых шутанов, и уже потом Cyberpunk, Forza и так далее. Что ж, в контре я выставил предельные настройки Full HD, не думаю, что это имеет какое-то вообще значение. Тут в любом случае 200 FPS или даже почти 350, 400, и можно сразу выставлять 2К или там 4К, и будет все равно там 200-300. Если вы решили заняться, скажем, в свои 12 лет киберспортом и купили монитор на 240 Гц, то получите вот свои 240 FPS вообще без проблем. То же самое и насчет Rainbow Six. Тут Full HD на ультра, что в QHD, то есть 2К по народному, везде не меньше 100 FPS. Это, еще раз уточню, ультра HD текстуры со всеми эффектами. Обычно нормальные люди, то есть там киберспортсмены, не запускают сетевые шутаны на ультра со всеми эффектами, просто включают, скажем, средние настройки, так что запас имеется приличный. И следом у нас еще одна тема, это Apex Legends. Вот тут уже посложнее задачи для видеокарты и процессора. Все же у нас как бы открытые большие локации, и 3050 тут как бы тащит свои 100 FPS на Ultra Full HD, и даже в 2К на ультра тоже не опускается ниже 65-75 кадров. Опять же, я уточню, это ультра запредельные настройки, и в Apex Legends это считается сложной задачей для среднебюджетных компьютеров. Так что пока что любая сетевая песочница, будь то PUBG, не знаю, там Dota, танки, Fortnite, все это без проблем съедает 3050, то есть 3050, то есть, короче, 30 RTX
RTX 3050 и даже 2К на ультра все работает замечательно. И теперь усложняем задачу и запустим синглплеерные проекты с трассировкой лучей и DLSS. Что ж, друзья, начнем, пожалуй, с Doom Eternal. Тут появилась трассировочка наконец-то, и DLSS тоже завезли. В общем, я начал по традиции выставлять ультра настройки Full HD, включил трассировку и кошмарные настройки. Это чуть выше, чем ультра. И мне кажется, 140-160 FPS это как-то неприлично много, поэтому я еще больше выставил настройки. Да, предельно абсолютный кошмар, и все равно 130-140 кадров, так что можно даже выставлять, не знаю, там 2К, 4К в Doom Eternal без проблем, все равно получится там, не знаю, 60-100 FPS. Одним словом, Doom слишком удачно оптимизирован именно под видяхи от NVIDIA. Давайте запустим что-то из автосимуляторов, и речь идет, конечно же, о Forza 5. Да, я в курсе, что Forza 5 тоже делали люди с довольно прямыми руками, и оптимизация тут замечательная, хотя и требования к железу не самые детские. Например, на моем тестовом ПК с 7 11700K и новой RTX 3050 на самых запредельных настройках Full HD есть пробитие на уровне стабильных 60 FPS. И даже, друзья, в 2К хоть и понижается фреймрейт, но все равно 50-60. Это как бы запредельные настройки, так что результат, я думаю, отличный. И это не то, что, знаете, вот я пытаюсь как-то нахваливать эту 3050, я отдам ее дальше уже остальным там блогерам на обзоры, и мне как бы, Полит не платит за это денежки, за это видео нет. Просто попробуйте поставить RX 6500 XT или там 1660, чтобы они на ультра в 2К выдали хотя бы 50 FPS в Forza 5 и еще с трассировкой лучей. То есть у них этого точно не получится. Насколько я понимаю, перед нами, я думаю, скорее всего, лучшая видеокарта для Full HD с RTX на ультра и даже замахом в 2К. Поэтому я не знаю, что сегодня может быть оптимальным. Возможно, RTX 3060, но она стоит уже там 65-70, а прошлые 2060 это уже в прошлом. И они тоже стоят там 60-70. Если 3050 будет стоить с учетом жадности розничных продаванов, хотя бы там 40-45 тысяч, то все равно это кошерная видяха для Full HD мониторов и даже местами для QHD монитора. В общем, я отошел от темы видео, друзья, и как бы уже все перескочил незаметно на Red Dead Redemption 2 часть. И, пожалуй, не буду ничего комментировать, просто скажу, что это высокие настройки Full HD с DLSS производительность. Результаты перед вами на экране ваших Xiaomi. Не знаю, можно было, конечно, наверное, даже ультра выставить, будет не меньше 60 FPS, но по всем настройкам и разрешениям как бы не особо времени, знаете, было проверять. Я просто включил все эти высокие, все работает, все замечательно, почти 90 кадров, и поехали дальше уже теперь у нас Tomb Raider. Тут все я выставил на ультра Full HD и видим с вами 80-90 кадров, а местами даже 100 FPS. То есть стоит ли вообще что-то, я не знаю, там обсуждать в этом случае? Я думаю, нет, даже можно в 2К запускать. Ну окей, идем далее, и в конце у нас еще Киберпанк, и будем уже на этом, наверное, все-таки заканчивать. Что ж, Киберпанк это всегда интересно, это боль всех персональных компьютеров на ближайшие 5 лет, и новая RTX 3050 почти на ультра, то есть я выставил все как бы на высоких с трассировкой лучей на ультра, и DLSS я поставил в режиме ультра производительности. В таком случае можно получить 60 кадров на улице в час пик и 65, 70, возможно 80 в закрытых помещениях. То есть это почти ультра настройки с лучами, но с сильнейшим замыливанием DLSS. И в целом картинка как бы нормальная, но я бы лично выставил все же средние высокие с лучами, но DLSS выставил в режиме баланс, чтобы, не знаете, вот не сильно мыльно получилось, и будет тоже как бы 60 FPS. То есть Киберпанк это единственная тема, которая как бы тянет 3050 на ультра, но обязательно нужно DLSS включать на ультра мыло, или наоборот ставить средние настройки с лучами, но DLSS уже в нормальном режиме. Короче, уже люди сами пусть решают, что им комфортнее. Я же в этом видео ставил цель пройтись по всем играм и именно в реальном времени, без бенчмарков, то есть в рабочих условиях проверить 3050. И если зрители хотели бы услышать от меня оценку в этом видео о данной карте от Polit, то с учетом низкой температуры, не больше 65, и отличных цифр фреймрейта, и пока что не очень понятной цены, то я ставлю свои 9 баллов из 10. И можно было даже поставить, конечно, десятку, но мы не знаем точной цены пока что. Если она будет там, не знаю, 60 тысяч, то спасибо, не нужно. Если же будет хотя бы 35-40, то это 10 из 10 must have каждый компьютер. Поэтому следим с вами за ценами. Уже завтра начинаются продажи 27 числа. Видяха, еще раз повторюсь, весьма и весьма удачная. Ждем цену, а на этом у меня уже все. И через пару дней новое видео. Всем я желаю не болеть и до новых встреч. Пока-пока. Хотя стоп, секундочку, я забыл вам показать, сколько 3050 капает хешрейта. Это инфа чисто для майнеров.
Так вот, друзья, на 3050 с LHR можно получить 13 мегахэшей. Вот теперь точно все, друзья. Все, пока-пока.